Я прошел все части Life is Strange, и неплохо. Действительно неплохо играется в наше время. А первая часть Life is Strange — это какой-то феномен. После ее прохождения твои мысли где-то посередине. Но чем больше времени проходит, тем больше ты начинаешь ее ценить. Особенно после второй и третьей части. Ты ненароком начинаешь скучать за Максом, Хлоей и остальными персонажами. В этом видео мы постараемся с вами разобраться, так сказать, провести расследование. Когда именно игра начала деградировать? Почему Square Enix жадный издатель? Где сейчас Don't Not и чем занимаются? А также почему у четвертой части Double Penetration нет ни единого шанса повторить феномен первой. В этот один большой ролик я впихнул целых 3 части, плюс все DLC. Если вы конкретно хотите узнать за какую-либо из частей, то перематывайте по тайм-коду. Мое знакомство с франшизой Life is Strange началось с необычной такой обстановки. До этого я кое-что слышал об этой игре, думал, какая-то попса там про любовь и так далее, еще и эпизоды покупные. В общем, спустя вот столько лет, в 2024 году, я познакомился с одной необыкновенной игрушкой. Называется она Last is Stranger. Разработчик создал на самом деле достаточно крутую пародию, даже сохранил историю персонажей и их характер. И после этой пародии мне захотелось пройти оригинальную историю. Вот такой вот парадокс. Ведь характер персонажей достаточно интересный. И я не думаю, что у такой популярной игры будет сюжет хуже, чем в прон-пародии. По итогу меня затянуло во все 3 части, а также все сюжетные дополнения. Это Before the Storm, Капитан Спирит и очень сомнительная DLC со Steph True Color. Кстати, ребятки, если интересно будет увидеть обзорчик на прон-пародию, пишите. Тем более разраб с первой частью закончил, можно будет залететь. Начнем мы с пояснения за DLC, ремастеры и эпизоды, потому что с этим всем можно очень легко запутаться. Существует 2 версии первой части Life is Strange, плюс еще и дополнение BTC. Первая оригинальная, вторая ремастер-версия, которая вышла в 2022 году. Вы можете подумать, что покупка здесь очевидна, это ремастер. Типа лучше графика, моукап, но только искусственный, эмоции и так далее. Но это тот самый случай, когда ни в коем случае не покупайте ремастер-версию. А она настолько ужасная, настолько безжизненная, как в плане проработки, так и в цветокоррекции. Вы посмотрите на это отношение к деталям. Ну что это такое? А что не так с эмоциями? Как многие отмечали, они зачем-то решили починить то, что и так хорошо работало. По итогу обосрались. К тому же и цена завышена. Все потому, что ремастером занималась студия Deck Nine. Те ребята, которые создали достаточно неплохое дополнение Before the Storm. Да, к ней очень много вопросов, но если смотреть на будущие их проекты, все сомнения отпадают. А сама студия Don't Not к этому ремастеру никакого отношения не имеет, так как на этот момент они уже не работают со Square Enix. Короче, только оригинал, ремастер прочь. Первая часть Life is Strange поделена на 5 эпизодов, которые раньше выходили с задержкой и нужно было платить за каждый эпизод. Let's talk about your superpower. Начало игры — это фактически конец игры, где наша героиня по имени Макс, моя тезка, наблюдает за разрушением Аркадии Бэй. После нас переносят в класс и уже постепенно знакомят с персонажами. Макс — студентка Блэквелла, достаточно добрая, наивная и слегка ветреная девчонка, увлекается фотографиями. А ее хобби частично связано со способностью. Интересная интерпретация, если слегка окунуться. Макс обладает следующей способностью — перемещение во времени. Или перемотка, если вам так удобней. Началось все после возвращения в родной город Аркадию Бэй. Благодаря этому удается спасти нашу лучшую подругу Хлою, с которой не виделись почти 5 лет. И тут начинается настоящее приключение 2 подруг, которые сами того не подозревая, как спасали мир, так его и разрушали. I won't always be there to save you. You were here today, Max. You saved me. В плане геймплея Life is Strange не показывает что-то выдающееся, но чем-то удивить все-таки может. Мир поделен на небольшие локации. В каждой из них есть свои секретики, диалоги с другими персонажами и выполнение тех или иных задач, не без помощи перемещения во времени. Сами локации невероятно детально проработаны, в которых еще и присутствуют выборы. Эти выборы тесно связаны с геймплеем, что тоже достаточно интересно. К тому же, если вам не понравились последствия ваших выборов, точнее
точнее возможные последствия, которые произойдут в следующих эпизодах, потому что нам нужно решить здесь и сейчас, и уже в будущем пожинать плоды. Мы можем откатиться назад, сделать другой выбор, посмотреть на реакцию, а также ответ персонажа и зафиксировать наш выбор. Перемещение во времени не затрагивает память Макс, а также все подобранные предметы остаются при ней, благодаря чему появляется поле для экспериментов. Частенько с помощью перемотки мы можем узнать какую-то инфу, перенестись обратно и уже использовать эту инфу против нашего собеседника, ну или постоянно спасать нашу не очень удачную подружку Алису. That is hilarious. Oh, man. В игре присутствуют различные сюжетные головоломки, как в первой части, так и в BTC. Огромный плюс лично для меня, что они в этом плане не душнят. Хоть я и решал все головоломки без проблем, но когда увидел, что оказывается, если не смогли отпереть дверь или взломать пароль, запустится кат-сцена, где Макс сама возьмет в руки телефон и напишет сообщение подруге, которая та в свою очередь даст ей ответ. Все сделано настолько грамотно, что в один момент тебе кажется, походу так и было задумано. Oh shit, Warren. That is too weird. Fucking scary. То, что держало меня в этой игре и не хотелось ее покидать, так это характер персонажей. Как я говорил ранее, невероятно проработанные локации. Просто посмотрев на чью-то комнату, вывески, заметки, фотографии, куча различных отсылок. Это очень сложная работа, с которой Dontnod справились на все 100%. Мы сможем раскрыть почти полностью каждого персонажа, прочувствовать атмосферу, в которую нас хотят погрузить. В плане атмосферы можете вообще не переживать. Dontnod любители показывать красивые ракурсы и загадочные надписи. Разбросанные вещички, которые можете пощупать, почитать и послушать мысли героини, чем она занималась или хотела бы заняться. Повтыкать под приятную музыку и так далее. Благодаря этому ты очень быстро к ним привыкаешь. Симпатия плюс x100. Чтобы быстренько вспомнить подобное дотошное в хорошем смысле слова отношение к деталям, так вот, навскидку не получится. Сами персонажи чувствуются живыми, самобытными, которых прописывали настоящие люди, будто бы прожившие нечто подобное свои студенческие годы. Построение диалогов максимально близкое к нашему. Ты как с другом общаешься, и поэтому легко можешь отличить одну девчонку от другой. И не только по внешним данным, но и ее харизме. Я бы назвал это простотой. Нет никакого пафоса, супергеройства. Обычная девчонка, которая получила способность, пытается помочь, насколько это возможно, другим, но и о себе не забывает, ведь она простой американский подросток. Я, если честно, даже удивлен, как издатель, тем более Square Enix, разрешили много чего использовать в игре. Кодики, маты, пошлые шутки, маргинальные действия и много чего другого. То, что обычно не показывают по ТВ. Допустим, как подростки бухают, хотя возраст еще не достиг разрешения. В этом и есть атмосфера игры. Будто бы зашли в общагу к американским девчонкам, достали камеру и начали их снимать. Достаточно обыденные проблемы, с которыми может столкнуться каждый. Влюбленность, измена, травка с выпивкой, продажа котиков прямо в универе, коррупционер-директор. По словам Хлои, ей продавали алкоголь, когда она все еще была несовершеннолетняя. Одна беременная, второй изменяя, третья застенчивая, и за ней сталкерят. Абсолютно стандартная жизнь многих подростков. Лично в моей жизни все это происходило. Я к этому относился как к должному, но после игры, когда ты смотришь на все это со стороны, кое-что раскрывается и начинаешь осознавать. А может быть даже и ценить то время еще больше. В наше время, я предполагаю, возможно, Square Enix все-таки пришлось бы слегка подкрутить гайки разрабам. О чем говорят все-таки будущие проекты, особенно True Color, но об этом позже. Ну и я не могу не отметить одну из самых важных частей. Это работа звукорежиссера. То, как он направлял актрис в нужное русло. Их озвучка — это что-то невероятное. То, что запоминается, не хочет тебя отпускать. А голос Макс, он не дикторский, не поставленный. Просто обычно девчонки, причем с небольшим дефектом. То есть она как бы проглатывает слова. И это звучит настолько невероятно круто, вписывается в игру и дает ту самую нужную атмосферу. Be gone, foul soft drink. Aha, you sneaky book. You're mine. Now that we got that mushy shit out of the way, I feel like stage diving. Let's thrash this place. You're crazy. Yep, I'm fucking insane in the brain. Let's dance. Shake that bony white ass. Or take my picture with your new camera. This song fucking rules. Can't dance, hippie? Come on. Rock out, girl. Yo, turn it off. Turn it off.
серии Life is Strange, естественно, присутствуют выборы, которые так или иначе повлияют на отношения персонажей, а также финал. В самих эпизодах выборы действительно влияют на диалоги, сообщения, какие-то детали и даже за жизнь персонажа. Будет ли он дальше присутствовать в нашем прохождении или погибнет. Из-за чего появляется огромный интерес к данной серии. Но стоит только коснуться финала, и давайте расскажу. В финале нам будут доступны два выбора: пожертвовать Хлоей или Аркадией Бэй. Если мы выбираем первый вариант, мы возвращаемся в самое-самое начало и просто наблюдаем за смертью Хлои. По факту можно было сделать в первом эпизоде такой вот вариант концовки. Почему бы и нет? Ведь ничего не изменилось. В том плане, что наши выборы между эпизодами на финал вообще никак не повлияли. Неважно, вы убьете, спасете, сделаете это или вот это. В любом случае нам будут доступны два финальных выбора. Если бы эти финальные выборы зависели от характера Макса, который мы плели на протяжении игры. Допустим, спасли Кейт, сделала это и сделала то. Нам становится доступен один финал. Как пример, сохранить Аркадию Бэй. Если не спасли Кейт, не сделали это и не сделали то, у нас включается второй финал с Хлоей. Мне кажется, что такой вот, казалось бы, микрошаг сильно бы повлиял на восприятие игры в общем, а также ее реиграбельность. Мы бы понимали, что выборы действительно важны. Вы можете сказать: так это же значит, мистер Кабан, нас лишат выбора в финале? Да не, как-то не очень. А я объясню кратко и доступно. Не спасла Кейт, с кем-то посралась, ну значит Аркадия Бэй ей не так и важна, как Хлоя. Как бы это ни было цинично и мразотно, зато очевидно. Или наоборот. Супер добрая Макс. Всем помогает, спасла Кейт, и очевидно, что в этом случае она 100% выберет спасти весь город, нежели одну жизнь. Еще раз объясню, но более кратко, может кто-то не понял. Для финальной точки наши выборы вообще ни на что не влияют. Если вы спасли Кейт, молодец. Если не спасли Кейт, ничего страшного. Выбрав в финале пожертвовать Хлоей, Кейт будет жива при любом раскладе, потому что Нейтана арестуют, и не будет никакой вечеринки с последствиями. Выбрав в финале пожертвовать Аркадией Бэй, Кейт, получается, будет мертва, как и все остальные, потому что, ну, как бы город уничтожили. И неважно, спасли вы Кейт или нет, полили цветочек или он завял. Поэтому финал для меня лично сомнительный. Он хорош, показывает последствия, насколько масштабная катастрофа, но абсолютно предсказуем. В любом случае, он никак не повлиял на мое восприятие и отношение к первой части Life is Strange. You can just rewind time in your hand and stick that barrel right up Frank's ass. You have the power. You're gross. Самая главная новость, которую я должен обязательно вставить. Придется текст слегка редактировать, потому что буквально вчера, но это в моем времени, вышел трейлер четвертой части Life is Strange. Продолжение истории Максин Кофилда. Хотя я нашел разные сливы, рассказы о истории, которая нас скорее всего ждет. Но трейлер вышел и поставил все на свои места. В принципе, то, что сливалось, все подтвердилось, кроме Хлои. Многие почему-то перепутали Хлою с новой подружкой Макса, которую застрелят, и она будет снова прыгать во времени, хотя обещала другое. По сюжету прошло уже 10 лет после событий первой части. Сама Максин преподаватель в универе. Также Square Enix понимает, что на Максе можно будет прилично так подзаработать, поэтому планирует дать особенным людям, которые купят особенное издание, ранний доступ первого эпизода на 2 недели перед релизом. Здравствуй, дележка игроков на сорта. Ну и спойлеры. Уже пошли разные теории от фанатиков, что вот этот полицейский сильно подозрительно похож на Нейтана Прескотта. Увидеть его в плане как антагониста было бы круто. Можно сделать интересную цепочку событий. Что-то типа мести, но только не в виде полицейского. Ведь Нейтан при спасении Аркадии Бэй, за что и взяли канон 4 части, будет сидеть в тюрьме за убийство Хлои. И как вы сами понимаете, людей с криминальным прошлым в полицию не берут. На многое не рассчитывайте, потому что разработчики Deck Nine. А как вы уже могли понять, Dontnod сами по себе никакого отношения к этой франшизе уже не имеют. А самое обидное, что я столько теорий перечитал от фанатиков, пока готовил этот обзорчик. Кто живой, кто не живой, какой канон, что делать дальше, что нас ждет дальше. Голова просто кругом. Теперь, видимо, задница фанатов еще больше подгорит, потому что, как мне кажется, для многих был канон спасти Хлою. Иначе весь смысл теряется. Макс пропутешествовала, побывала в разных временных линиях и вернулась в самое начало. Хотя в 2018 году начали выходить комиксы от Эммы Вичелли. Я их не читал, но, кстати, рисовка красивая, да и внешний вид как в оригинале. Сами события происходят после спасения Хлои. Я пытался найти инфу, типа, какое она отношение имеет к игровой франшизе Life is Strange. Мало ли она была одной из сценаристок, но ничего такого найти не удалось. Зато узнал, что она связана как-то с ЛГБТ. Поэтому за сюжетную часть не ручаюсь. Увы, но в наше время многие представители какого-либо движения, особенно ярые активисты, частенько из себя в плане творчества ничего не представляют.
Like to drop a bomb on Arcadia Bay and turn it to fucking glass. Давайте подведем итоги первой части Life is Strange. Но это еще далеко не конец обсуждения первой части, потому что именно ее я буду частенько приводить в пример к другим частям. Что бы ни случилось, как бы там ни было, историей я полностью доволен. Честно и близко не ждал настолько хороший и достаточно взрослый сюжет. Типа, подростки навряд ли поймут многие отсылки, характер персонажей, их диалоги и так далее. Каждый последующий эпизод превосходил себя в проработке деталей и повествования. Типа, начиная с первого кажется немножко скучно. Второй уже какой-то начинается экшончик, какие-то там замыслы и так далее. Третий, четвертый, пятый — балдеж. Пятый эпизод так вообще меня порадовал очень сильно. И близко не ожидал такой самоиронии. Диалоги и сообщения просто пушка. До чего только стоит сообщение от собаки. I want to be your professor again. I can teach you so much. Самое интересное, что уже после прохождения всех частей Life is Strange... Спасибо, гонщики уличные. Самое интересное, что уже после прохождения всех частей Life is Strange я понял одну, вроде как, маленькую фишечку игры, из-за которой мне хотелось возвращаться и еще раз возвращаться в этот мир. Просто дурацкие неловкие моменты. A superpower that allows you to count cigarettes. Cool. Some money. Clearly I'm rich as fuck. How much do I have? 86 cents. That's right, living large in Arcadia Bay. Разные приколы, даже шутки дебильные. But maybe we shouldn't leave without a gift. No, you are not taking the cozy chair. Max, do your powers include mind reading? Or did you just rewind because I tried to steal the chair? Shit, I'm confused. А вишенка на торте? Простота. Не простота, не путайте. Этот баланс был настолько гармоничен, что все это вкупе идеально вписалось в студенческую жизнь. Этого нет в других частях. Я не знаю по какой причине. Душнило никак иначе. Видимо, решили упороться в суперсерьезность. Ладно уже True Color. Но вторая часть. Да, обстоятельства были не до шуток, но тем не менее, они подростки. А главный герой все время строит из себя душнилу и нытика, но об этом позже. Что могу порекомендовать? Если вы хотите что-то необычное, может быть даже особенное, вы гурман, которому очень тяжело угодить, попробуйте пройти игру с японской озвучкой. 床で食べたらてめえ食ってるのがわからねえのか一体何のつもりだクロエプライスだバンちょっと危ないよ Честно, я не привык что-то получать от игр, кроме эмоций, конечно же. Но первая часть дала мне то, что я даже не ожидал получить. Это ко всему относиться проще. Забыть о стандартах и шаблонах, которые с детства нам пытаются приноровить. Если тебе что-то не нравится из своих вещей и ты хочешь их изменить, изменяй. Как в моем случае, я даже не знал, что хочу их изменять, пока не прошел Life is Strange и не начал смотреть на вещи слегка под другим углом. Это, допустим, перечеркнуть тетрадь и написать блокнот. Кажется мелочь, но меняется восприятие к этому предмету. Многие могут не понять, что я имею в виду, но каждый должен найти свое, по-своему интерпретировать отношения. Стой, вы серьезно? Канон первой части — это пожертвовать Хлоей? Алло, Макс? Мне бы твоя помощь не помешала. Окей, жду. Obstacles through the blizzard.
Расскажи нам, пожалуйста, что ты чувствуешь по этому поводу? So many emotions. It's an incredible feeling, and in a certain way, it feels like I'm coming home. I love Max so much. Да, телефончик не меняй. Если что, все это шутки. Я в курсе, что за канон будут браться сразу 2 ветки финала, что ли. Типа и Хлоя живая, и Аркадия Бейтса, или чё, я так и не понял, ну короче, что-то такое они там намудрили. Немного подождем и посмотрим. Хотя, я лично сомневаюсь в качестве. Life is Strange — это феномен, который повторить навряд ли получится. А если и получится, то не в наше время. И точно не Square Enix. С Deck Nine в компашку. Через 2 года выходит отдельная игра Life is Strange Before the Storm. События, которые произошли до шторма от студии Deck Nine. Dontnod в это время заняты полировкой второй части. Вышло всего 3 эпизода, хотя стоимость как и предыдущие игры. Ну, вы знаете Square Enix. В этот раз мы окунемся в шкуру Хлои, ее бунтарский характер и взросление. Чем она занималась эти 5 лет, пока Макс была в другом городе. Нас чуть ближе познакомят с персонажами, в особенности Рэйчел. Наконец-то узнаем ее характер, а также как именно Фрэнк был замешан во всей этой истории. Ответят на вопрос, почему Хлоя называет отчима Степ-душ. Пройдемся по многим знакомым местам сначала с Рэйчел, а потом с Макс. Соберем машину, на которой Хлоя будет катать Максин. Отреставрируем убежище на свалке. Поставим первую надпись и так далее. Deck Nine круто дополнили множество деталей к основной истории. И закрыли все те вопросы, которые у меня возникли. Из-за чего второе прохождение первой части может восприниматься слегка по-другому. Теперь уже вместо фотографии рисуем граффити. Я, правда, не знаю, почему написано граффити, мне кажется, это больше теги, так как привычное мне граффити выглядит по-другому и всегда наносилось баллончиком с краской. Я этим занимался, я помню. Причина была, конечно же, скейтерская тусовка и Марк Эко. Кто в курсе, тот в курсе, остальные можете загуглить. Или дождаться ролик по игре Getting Up. Все так же присутствуют выборы, но с нотками новизны. Допустим, забыть на какого-нибудь паренька. И нам с помощью унижения нашего оппонента нужно выиграть эту схватку. Типа что-то версуса, но Хлоя все-таки панкротск, поэтому рэпчик тут ни при чем. Помимо батла завезли еще и настольную игру D&D. Жаль, что этому аспекту уделили очень мало игрового времени. Как по мне, вышло достойно. Также я обратил внимание, что появилось больше вариантов для ответа. Они, конечно, не так сильно влияют на сюжет, но делают общую картину более цельной. Допустим, появляются новые диалоги. Оденем эту футболку, кто-то подметит. Хорошо сыграем партию D&D, пришлю сообщение, что довольны нашей игрой. Выиграем схватки с байкерами, Рэйчел об этом упомянет и так далее. Неплохо справились с деталями. Почему я так удивлен? Потому что уже в True Colors с этим будут большие проблемы. Кнопочная мобила, так как сенсорных еще не было. Старенький пузатый компьютер. Ну и теперь у вас может возникнуть вопрос, во что сначала поиграть? В первую часть, а потом DLC или наоборот? Дам лишь подсказку, а вы уже сами решите, как же лучше поступить. Если вы хотите иметь интригу и на протяжении последующих часов прохождения постоянно говорить: так вот оно что, теперь все ясно. Оказывается, она была совсем другой, а вот и причины всему этому. А еще чаще говорит, что Рэйчел — мое почтение. Чтобы были такие эмоции и постоянный интерес, начинайте с оригинальной Life is Strange, а потом DLC. И второй вариант, по сути, имеет место быть, так как при первом желательно пройти игру 2 раза, иначе многие детали упустите из-за незнания, попросту не будете обращать на это внимание. А второй вариант все это исправит, и вы уже будете в курсе событий о отношении Хлои и Макс, кто такая Рэйчел, ведь в оригинальной части, по сути, мы даже не услышим ее голос, а всю ее личность будем собирать по крупицам и примерно в голове представлять, кто же она такая, в чем тоже есть свой интерес. Но BTC полностью закроет все вопросы, и оказывается, Рэйчел достаточно интересная личность, хотя в первой части было как-то плевать на нее. Откуда появилась машина у Хлои, как ее выперли из универа, как она преображалась в конце концов и какие были причины. Насчет характера Рэйчел многие могут поспорить. Как некоторые говорят, в BTC ее сделали такой, какую мы видим в угоду фан-сервису. Ведь в оригинальной части она кажется слегка другой, и даже ее внешность говорит об обратном. Maybe, я лично доволен, углубляться себе дороже. Единственное, что не ясно, почему настолько плохая графика. Как бы сказала Хлоя, сакс. Ладно, еще один минус, точнее плаксивый момент. Зная судьбу Рэйчел, как-то не по себе было следить за ее историей. То, как они познакомились с Хлоей. Их первая прогулка, музыка. Ну, кто играл, понимает. А еще и концовочка добила окончательно.
В любом случае, это заслуги Don't Not, а не Deck Nine. Ведь сделать DLC уже по имеющейся вселенной все-таки проще, чем ее создать. Не всегда, я не спорю. Отчасти это и их заслуга тоже. Возможно, кто-то курировал из Don't Not. I don't know. Конечно же, остаются вопросы. Допустим, почему Рэйчел все-таки начала встречаться с Фрэнком? Ведь у них с Хлоей была любовь-морковь. Возможно, где-то в игре объяснялось, но у меня что-то с головы это все вылетело. Кстати, в этой же игре BTC есть еще и DLC о детстве Макса и Хлои, когда они были пиратами. Забавная деталь, на которую я обратил внимание. Возможно, совпадение, я не знаю. Но Виктория единственный персонаж, который сделали анимацию задницы. Что вы, ребятки, думаете по этому поводу? Фан-сервис или заговор? Let's say Sherry. Okay. 1, 2, 3. Sherry. Давайте в общем подытожим путешествие Макса и Хлои, то есть первая часть и Before the Storm. Что я могу сказать? Если в финале первой части Life is Strange я очень сильно сомневался насчет спасения Хлои, хотя этот вариант все же я и выбрал, но понимал, что будь такой выбор в реальной жизни, я бы выбрал спасти город и остальных людей, нежели один человек, которому у тебя есть чувства, иначе это было бы и эгоистично. Хотя с другой стороны, вспоминая себя в 15 лет, как раз моя первая любовь, мои первые отношения, мне было настолько на все и всех плевать, в моем мире существовала только она. Ну как-то так, все-таки подростковая любовь, и ты мыслишь в основном гормонами. И это нормальная здоровая подростковая жизнь. Кто говорит иначе, шлите их нахер. Но после прохождения BTC, много чего поняв, особенно через что прошла Хлоя, я очевидно сделал правильный выбор. В игровом смысле, если что. То, чего хотела Рэйчел, удалось реализовать Хлое и Макс. Концовка с Хлоей для меня канон, потому что супер харизматичный персонаж, без которой эта история была бы совсем другой. Вторая часть Life is Strange вышла в 2018 году. Как и в случае с первой частью, верна своим корням, выходила по эпизодам. В этот раз мы окунемся в шкуру двух братьев, Шона и Даниэля, которые после трагедии с их отцом будут искать место под солнцем. Два брата отправятся в одно большое путешествие, на пути которых повстречаются как хорошие люди, так и плохие. Придется принимать достаточно тяжелые решения, доверять или избегать, подчиняться или драться. Будет много боли, ведь два паренька действительно пройдут через ад, чтобы наконец встретить финал, который будет зависеть от наших выборов на протяжении всей игры. Старшему брату придется взять роль отца и заняться воспитанием пацана. И действительно будет заметно, как наши выборы влияют на характер Даниэля. Допустим, если мы украдем что-то из заправки, это увидит младший, и в следующий раз он сам украдет. Если что-то пообещали, то нужно обязательно сдержать слово, иначе он будет поступать так же. По мере продвижения сюжета мы, как игрок, сможем либо укреплять доверие между братьями и воспитывать уважение Даниэля к старшим, либо развивать его мятежную и даже агрессивную сторону характера. Старший брат Шон Диас, художник, в свободное время рисует завораживающие локации, на которых мы побываем. Младший брат Даниэль Диас обожает комиксы и Choco Хруст. После трагедии с отцом появилась сила в виде телекинеза, позволяющая ему левитировать и манипулировать живыми существами и неодушевленными предметами по своему желанию. В каждом последующем эпизоде, благодаря тренировке Шона и Даниэля, сила будет становиться все сильнее и сильнее. Я говорю значительно сильнее. Daniel, stop it! Stop it, Daniel! No! I'm not a kid anymore. Теперь же старший братец Шон может заромансить. Выбор не богат, всего лишь 2 человека. И второй это парень. Да, пока без комментариев, прошу вас. Перед тем, как я буду ныть по поводу некоторых эпизодов, особенно финала, давайте пройдемся по плюсам игры. И то, что нам подарили Don't Not в последний раз. Наконец-то разработчики по умолчанию решили внедрить русификатор. Кто не в курсе, в первой части нужно было его накидывать отдельно.
Первым делом, на что обращают внимание наши глаза, так это качество картинки. Стало в разы лучше, более отчетливо видны какие-то эмоции. Потрясающая передача цветов в самой игре. Тени, освещение выглядит прям классно. Плюс, я не во всех играх это хвалю, но здесь проведена отличная работа в плане звука. Promise me you follow what it says, whatever it says. Как и в случае с первой частью, отличное музыкальное сопровождение. Чувствуется уникальность и важность как в первой части, так и во второй. Oh fuck! No way! No! Daniel! Hey! Come on! Нельзя не отметить большие бесшовные локации. Уже не одна маленькая комнатушка. К тому же, даже ответы завезли прямо во время передвижения. Есть инвентарь, в котором хранятся все наши вещи, количество денег и так далее. Дневник, конечно же, где описывается наше путешествие и рисунки тех самых локаций, на которых побываем. Также с нами будет путешествовать рюкзак, неотъемлемая часть любого похода. Его можно украсить с помощью различных найденных по дороге сувениров. Don't Not были бы не Don't Not, если бы не проделали огромную работу с мелкими деталями, которые так или иначе раскрывают характер персонажей. Как и в первой части, можно со многими предметами взаимодействовать, послушать мысли Шона и что он об этом думает. В первой же локации почитать различные записи, найти карточку, тем самым узнаем отношение к другим людям и где Шон подрабатывает. А еще больше стало геймплея, различные мини-игры, взаимодействие с какими-то предметами с помощью брата и так далее. Из-за этого погружение в игру происходит еще быстрее. Практически с первых минут показывается экшон. Далее приятный диалог двух друзей, подготовка к вечеринке и то, из-за чего все началось. В каждом следующем эпизоде два брата оказываются в новых местах. Сначала брождение по лесу, побираясь остатками. Далее дом бабушки с дедом, но снова все пошло наперекосяк и пришлось валить. В этот раз вместе с панками работаете на плантации, где выращивают травку. Атмосфера в этом эпизоде просто 9 из 10. Работа, вечеринка, первый поцелуй, возможно татуировка или смена имиджа. И конечно же проблемы как с братом, так и с другими плохими людьми. Нужно постараться держать баланс, уделять время как себе, так и брату, чтобы никто не был в обиде. My balls. Очень атмосферные локации, особенно если сравнивать с первой частью. В первой все крутилось вокруг Блэквелла, а в второй уже ощущается путешествие, а вместе с ним и ответственность, воспитание брата, украсть еду, потому что вы голодные, попрошайничать или не опускаться до такого уровня. А нужно ли красть одежду для брата, потому что ночью прохладно, а они частенько спят на улице, может еще и палатка пригодится. Но украв все это, ты дашь плохой пример для мелкого. Но кому какое дело, если комфорт в первую очередь, а может и нет. Ты ведь не хочешь, чтобы брат начал действовать в одиночку, красть, делать глупости, использовать силу где не нужно, или вообще во вред другим из-за чистой ревности. Если не будешь поддерживать брата, у вас будут частые ссоры, он будет ревновать к другим, дружить с теми, с кем не нужно, и по итогу попадет в заварушку, в которой наделает делов. Что я хочу сказать, то что выборы в этой части ощущаются как никогда. Пусть не в глобальном масштабе и даже частенько псевдовыборы, потому что, как в случае с первым эпизодом, если братья не поедят, они не умрут с голоду. А если поедят, ничего в принципе не случится. Просто получим дополнительные интересные диалоги. И это неплохо. Я говорю к тому, чтобы не думали, что если для мелкого не взяли шмотки, он ночью окоченеет и увидим альтернативный финал. Было бы прикольно. Are you kidding me? Remember that song? Come on, dance! Oh, man.
В начале игры нас спросят, играли ли мы в первую часть и какой выбор сделали, так как в 5-м эпизоде кое-кто появится и будут некоторые отсылки на первую часть. Частично узнаем, что произошло с Максин и Хлоей. А уже после прохождения первого эпизода, перед запуском второго, запросят сохранение из игры Капитан Спирт. Спирит. Это бесплатная отдельная игра в Steam, доступна всем, кроме РФ региона. Тем не менее, прохождение занимает около 2 часов. Как по мне, получилось очень даже атмосферно и со своей какой-то особенностью. Мальчишка, который верит в суперспособности, очень добрый и заботится об отце, у которого явные проблемы с алкоголем. Характер персонажа, озвучка и то, как передал маленький актер эмоции, просто потрясающие. You can't win this battle, Noctarius. It's already over, Power Bear. Don't let Mantroid control you. Nobody controls me. Mantroid is my leader, and he wants you to die. Во второй части будут подниматься некоторые важные темы, в особенности расизм. Но только не тот, который нам приноровили, а тот, который действительно имеет огромные проблемы и никак не освещается. Причем эта тема так грамотно завуалирована, что сам сюжет частично завязан на этой проблеме. Ведь кто поверит человеку, который убил копа? Тем более мексиканцу. Я хоть и не любитель всех этих тем, потому что мало кто может грамотно осветить проблему, к тому же многие на этом пиарятся, пытаются даже на таком заработать. Собственно, ты не веришь, что есть люди, которые готовы пойти на все и добиться справедливости. Не ради красивой жизни в особняке, а ради простой безопасности своей семьи. Но разработчики смогли осветить эту тему без нытья, без лозунгов. Просто показали проблему, но никого не обвиняли. Ты сам должен к этому прийти, если хочешь. А в конце некоторых из них можешь порешать или простить. Ведь мир держится по большей части на хороших людях, и разработчики об этом помнят. Они настолько грамотно сделали подводку, что после всех избиений на расовой почве, лжи от тех людей, которым доверял, находятся люди, которые просто хотят помочь. И ты стоишь и сомневаешься, довериться этому дальнобойщику или нет. Если ты все еще не потерял в себе человечность и веришь во все хорошее, то и вознаграждение не заставит себя долго ждать. В этом же эпизоде нам покажут флешбеки с отцом, который также имеет свою изюминку и не дает четкий ответ. Это воспоминания, сон или просто бредни посреди жаркой и мертвой пустыни. By the way, boy talk. What's going on with that Jen, huh? Could that be Daniel? Hola. Hello. Everything okay, Lila? Oh, Daniel better not be giving you any sass. Jen says hi. Sounds pretty good, Sean. You think? It's stupid, but I miss you. I miss you too, my son. But this is all part of growing up. I love you, Dad. Wish I would have told you more. You didn't have to tell me. You showed me. А теперь поговорим о важном. Это минусы и вопросы к игре. Начнем с матери двух братьев, так как она достаточно сомнительная личность. И лично для меня она как была мразотным персонажем, так и осталась. Даже не помогли объяснения разработчиков, почему она так поступила. Ощущается, будто бы Dontnod уже начали потихонечку терять хватку. Забыли изначальный посыл этой игры. И просто навалили кучу, толком не объяснив почему. По их словам, мать двух братьев бросила хорошего мужа и двоих сыновей только потому, что она все еще не нагулялась. Появился страх, что она закроется в 4 стенах и не повидает мир. Якобы виной всему достаточно сильная опека от родителей. Я мог бы включить сейчас мудреца и попытаться разъяснять по фактам. Но я уверен, вы и без моей воды все понимаете. Для меня она просто шмара, которой повезло с мужем и такими детьми, но решила выбрать более легкий путь в этой жизни. Насрала, за собой не прибрала и уехала. Я это так вижу. Ведь построить семью, ее содержать и уже вместе со своей семьей исполнить все ваши уже общие мечты, это ведь сложный путь. Далеко не всем дано, увы. И наша мамаша как раз таки из числа не очень-то и благодарных людей. При этом ее попытались еще и обелить. Благо, что есть выбор, и вы можете плюс-минус сами решить наши отношения к ней. И единственный плюс мамаши, что за все время скитаний она поняла, что предохраняться все-таки необходимо. Я считаю, что Dontnod в этом моменте жестко обосрались и вели обрезанную характером мамашу только для подводки к 5-му эпизоду. К еще худшему, твою мать, эпизоду, чем эта мамаша. Behold this miracle! Thank you, Daniel. Believe! What?
5-й эпизод и частично 3-й с достаточно плотной повесточкой. В 3-м эпизоде у нас будет возможность заромансить с одним из двух персонажей. Первая — Кэссиди, бродяга, зарабатывающая на жизнь игрой на гитаре в общественных местах и путешествуя по разным штатам. В общем, ведет беззаботную жизнь. И второй — Финн, тоже бродяга, с этой же компашки. Чем увлекается хз, но как друг достаточно интересный. Насчет любовного интереса в виде Финна сомнительно, ведь Шон мексиканец. Причем у нас будет выбор, верующий или нет. А судя по статистике, большая часть населения Мексики католики. Плюс, я думаю, вы сами знаете их отношение к семьям, их родословной и так далее. Хоть у них и на законных основаниях можно совершать однополые браки, не везде, но местное население к этому относится не так легко, как в США. Поэтому появляется еще больше вопросов к такому сомнительному выбору. Я с уважением отношусь к любому творчеству и в любой ситуации стараюсь быть нейтральным. В случае с Финном, вот кто играл, поймут сразу. Он как персонаж отличный, со своей интересной харизмой, и будто бы изначально Dontnod так и планировали оставить, что Финн друг, а Кэссиди перепихон на одну ночь. Но кто-то пришел, что-то сказал, пришлось выполнять. Финн как любовный интерес никак не раскрывается, я вот к этому клоню. С Кэссиди там поцелуй, озеро, палатка, игра на гитаре, татуировка. Видно, что какие-то отношения все-таки могут возникнуть, хотя это тоже неправильно. Их бунтарская подростковая жизнь должна проживаться одним днем, и это в принципе нормально, и нам в принципе это и показывает. Но зачем-то вели любовные отношения. Тем не менее, на протяжении всей игры практически всегда встречаются традиционные отношения, кроме любовной парочки с 5-го эпизода. Честно, я бы просто скипнул бы этих голубков и пошел бы дальше. Но как же без «но»? Повесточка. У одного из этих педиков есть дочь. Он говорит, что до этого у него было все, но не было счастья. А теперь у него нет ничего, но есть счастье, которое подарил ему вот этот педик. Не отходя далеко от кассы, по рации наберет Даниэль и скажет, что видел, как они целуются. И говорит, что это вроде как странно. В ответ мы можем только попытаться его переубедить, что это якобы нормально. Ребенку, своему брату и еще мексиканцу. Такое сказать, ну я хз. Почему у нас есть 3 варианта ответа и ни в одном из них нельзя сказать, что чел, это ненормально. Типа игра о выборах, но здесь нас явно ограничивают. Был бы это рандом, я бы сказал, да окей, иди делай что хочешь, но только после совершеннолетия. А не как это было с папашей, который пиарился на транс-детях. They look cool. I wonder which one is his daughter. Финал. На мое мнение, он получился в разы слабее, чем в первой части Life is Strange. И это несмотря на то, что я его немножко хейтил. А когда я начинаю что-то хейтить, это значит, что я к этому неравнодушен, и мне действительно практически все понравилось. А когда мне уже нечего сказать, как в этом случае, по большей части мне просто насрать. Я не получил эмоций от финала. Ну типа вообще никаких. В первой части ты чувствуешь ответственность на плечах хрупкой девочки. И самое главное, масштаб катастрофы, о которой, кстати, мы знаем с самого начала. А игра в свою очередь с тобой попросту играется. Вторая часть сама по себе достаточно хорошая. Драма с красивыми пейзажами, загадочностью и чувством несправедливости. Своих денег она точно стоит. Но это не первая часть, и это ощущается хорошо так. Но не чувствуется харизма персонажей и то, что они живые, какая-то уникальность. Да, озвучка отличная, более качественная, и мне кажется, что в этом огромный минус. Построение диалогов, слов-паразитов, их нет. Хотя персонажи прописаны, и очень даже неплохо. Но стоит только коснуться первой части, как меняется отношение. Будто бы первой частью разработчики горели всем телом и душой, а вторую просто пытались хоть как-то выдавить. И это чувствуется, особенно ближе к финалу, когда первый эпизод замечательный, третий тоже неплохой, второй где-то посередине, 4 и 5 уже все. Скопытились. Но самый главный урок, который я получил, то что первую часть ты начинаешь любить еще сильнее после прохождения второй. Ты понимаешь, какой вес она имеет, насколько хорошей получилась, и даже начинаешь скучать по Максу с Хлоей. А если еще и почитать комментарии разработчиков, они изначально даже не задумывались о том, чтобы делать продолжение Life is Strange. Рассчитывали только на одну игру, но по всей видимости издатель надавил и пришлось сделать вторую. А теперь еще и 4. Так что же не так с финалом?
Их 7 штук, как бы псевдофиналы. Там сдался, но брат заставил. Там решил пушить, но брату не позволила совесть. Вот как раз ради этого мы и воспитывали пацана, строили его характер. Так вот, любой из финалов кажется слабым на фоне происходящих событий, так как нет такого финала, где их оправдывают в том, чего они по факту не совершали, хотя бы за убийство копа. И в то же время нет драматургии, где ты понимаешь, что произошел полный пиздец. История кажется незавершенной, я к этому клоню. Это расизм, тот же самый коп и так далее. То, что я ненавижу как в фильмах, так и в играх, разработчики решили внедрить. В разных финалах проходит разное количество времени. В некоторых даже просто 15 лет скипнется, и мы увидим, как Шон выйдет из тюрьмы. Я просто не понимаю, зачем авторы показывают последствия определенного события через множество лет. Окей, если через год, но 5, а то и 15 это уже бред. Будто бы Dontnod спешили как можно скорее сдать игру и накидали говна на вентилятор с якобы будущим. Возлюбленная Шона Джейн, мы даже ее не видели. Лайла, лучшая подруга, этих ребят показали в начале частично и все. И еще парочку раз свяжемся с Лайлой и снова все. Я понимаю, что это было бы странно их приплетать к этой всей истории. Но могли бы, допустим, оставить какую-нибудь отсылочку. Как говорила Лайла до всех событий, что многие с возрастом разъезжаются и перестают быть лучшими друзьями. И чаще всего не поддерживают какой-либо контакт. Чего она в принципе боялась и как сильно дорожила дружбой с Шоном. Могли бы как-то еще и это обыграть, что Шон просматривает сообщения, фотки или вообще флешбэк, типа да, вот так и произошло. Но только по другим обстоятельствам они перестали общаться. Я не сценарист, но мне кажется, эта линия, как и многие другие, остались с огромной пачкой вопросов. Видимо, под конец потеряли ту изюминку игры, которую нужно было сохранить. И это печально. Первая часть хотя бы закрывает все штампы. Плюс даже дополнение BTC еще больше раскрывает персонажей, и многие вещи становятся на свои места. Может быть, нам нужно DLC для второй части? Я согласен, но издатель нет. Ведь игра в глазах Square Enix неуспешна. Мертвый груз. Нужно забыть как можно скорее и не вспоминать. Самая большая проблема в том, что разработчики никак не закрыли вопрос с тем, что ребята по факту ни в чем не виноваты. С них не сняли обвинения за убийство копа. Пусть Шон несет ответственность только за то, что он сделал. Избил паренька в самом начале. Ну а дальше уже зависит от наших выборов и поступков. Если бы игра это учитывала, было бы круто. Допустим, мы ограбили магазинчик и вот тебе штраф или там уголовка. Хотя я лично ограбил его после того, как расист напал на подростков. Это была самооборона и компенсация за причиненные неудобства. Но, как сказал один из разработчиков, главное в этом всем не пункт назначения, а само путешествие. А путешествие получилось достойное. I love you. No matter what happens. You hear me? Yeah. I love you too. Diaz Brothers. Life is Strange True Color, или часть номер 3. Максимально сомнительная, потому что уже глядя просто на скриншоты, можно понять, что игра создавалась для зумеров. Я хз как так получается, но у всех последних проектов, особенно при поддержке Sweet Baby Inc., какая-то одна и та же графика, один и тот же стиль, один и тот же способ разработки. Токсичные яркие цвета и скучные персонажи. Никакой злости, несправедливости, за которую тебя как игрока будут корявить. Никаких эмоций, похабных действий, никаких маргинальных поступков. Все максимально добренькие или слегка злые, утю-тю. Хотя по задумке нынешних тенденций должна быть diversity. Но где это все, я не понимаю. Перед началом сообщу, что максимально осуждаю HDTV HQD+, или как говорят в народе, ЛГБТ. Nice. Surprise.
Life is Strange True Color вышла в 2021 году от старой знакомой студии Deck Nine, которые разработали BTC. И вот им доверили отдельную игру в мире Life is Strange. А в это время Dontnod выпускает сомнительную игру Tell Me Why. Многие ее хейтят из-за повесточки, но также есть и противовес. Сам лично не играл, привычки просто так хейтить не имею, но примерно предполагаю, судя по последним эпизодам второй части Life is Strange. И чуть позже в этом году уже неплохую, не похожую на их предыдущие проекты Banishers. На этот год у них запланирован еще один проект Lost Records. Тут уж точно не нужно ходить в лес за ягодами, чтобы понять, что что-то не так. Пожалуйста, не заставляйте меня это комментировать. И тем более не пишите, чтобы я в нее поиграл в день релиза. Я скорее всего откину коньки, потому что даже DLC True Colors я не смог осилить. Сильно горела задница, но об этом позже. Такое ощущение, что у Dontnod работает два подразделения. Когда у них издатель Focus Entertainment выпускают Banishers, когда они сами себе издатели выпускают прогрессивные игры, в кавычках. Так может просто Focus не хотели вкидывать в повесточное дерьмецо деньги? Я хз, но пока они вроде норм типы. Даже их игры доступны в РФ. Окей, если во второй части ты понимаешь, что над игрой трудились разработчики, которые создали эту франшизу, хоть и обосрались ближе к финалу, то с третьей частью мы упираемся в тупик. Ребята из Deck Nine вообще не выкупили мир Life is Strange, не выкупили изюминку, из-за которой появились фанаты как первой, так и второй части. Как минимум потому, что они происходят в одной вселенной. Во второй части куча отсылок. Мы проезжаем Аркадию Бэй. И если мы выбрали в первой части спасти Хлою, в таком случае будет стоять мемориал памяти погибшим в этом городке. Как-то так все крутится. И ты понимаешь, что это одна вселенная. True Color решили максимально от этой идеи отойти. Никаких отсылок, деталей, ничего подобного, кроме Стеф из первой части. А если быть точным, из Before the Storm. Это мы еще не перешли к минусам, хотя плюсы имеются. Давайте начнем по порядку. В этот раз мы играем за персонажа по имени Алекс Чень. Детство у нее было неблагополучное. Мать умерла, а отец их бросил. Из всех адекватных остался только брат. Что Deck Nine связывает с Dontnod, так это то, что у этих и у тех какие-то проблемы с родителями. Подростковый возраст она провела в приюте, в котором были как друзья, так и естественно траблы. Никто не хотел ее приручать. Для одних слишком взрослая, для других проблемная. И тут при достижении 21 года, не знаю почему так, наверное, чтобы юридически быть чистыми, ее наконец-то находит брат Гейб Чень. Он работает в местном баре «Черный фонарь», находящийся в городке Хейвен Спрингс. Наша героиня обладает способностью ощущать эмоции других людей. Благодаря этому сможем воссоздать некоторые особо важные воспоминания, с помощью которых будем помогать преодолевать депрессию, гнев и все в таком духе. По мере развития событий Алекс научится даже забирать как тот же гнев или страх. Так сказать, penetration по эмоциям. Плюс видит мир глазами этого человека. Условно, если ему сейчас плохо, она видит через его глаза ностальгию в предметах. Если кому-то кажется, что за ним постоянно следят, Алекс прочувствует все эти взгляды. Не думал, что я об этом скажу, но действительно. Эта способность по сравнению со второй частью имеет больше смысла к серии Life is Strange. Ведь в первую очередь эта франшиза построена на сюжетной части, характере персонажей, их эмоции. А геймплей это что-то второстепенное. Вторая часть, как по мне, в этом случае зафакапилась, потому что телекинез не очень-то и связан на взаимодействии людей. Да и способностью обладал не главный герой, а его брат. За способность Алекс можно поставить балл, но и сразу же его отнять за его реализацию. Снова же, потому что игра хочет быть доброй. Нет мразотных поступков. Как в первой части за Макс могут пострадать люди и даже погибнуть, а некоторым и вовсе можно не помочь под завалами. Или тупо включить электричество, чтобы грохнуть паренька. Во второй части Шон может навалять старику, убить фанатичку, а также полицейских. В третьей же ни одной смертиночки. Я не живодер, не подумайте, но мы играем в игру, тем более в Life is Strange. Я хочу увидеть маргинальные поступки, нарушение законов, курение и распитие алкоголя. Этого ничего нет. А со способностью Алекс можно было так круто навертеть сюжет, как пример. Просто у Дианы отобрать счастье и накрутить страх, который перерастет в депрессию. И она рано или поздно Роскомнадзорница. Возможно, звучит жестоко, но дайте нам выбор как игроку. Почему показали только одну экшн-сцену за всю игру? И то прям в самом начале. Я-то думал, опа, вот что нас будет ожидать на протяжении всей игры. Это драки, разборки и так далее. Но нет, всего лишь одна драка, одна экшн-сцена. И я сейчас не утрирую, сами поиграйте.
Честно, я пытался начать с плюсов, а потом перейти к минусам. По итогу даже те плюсы, которые имеются, все равно преобладают минусами. Окей, дубль номер 2. Возвращение к плюсам. Oh yeah, go get him, bro. В этой части решили отказаться от эпизодов и сделать сразу цельную игру. Ничего плохого в этом не вижу. Я считаю, что эпизоды это уже устаревшая схема. Тем не менее, в конце каждой главы все так же будет вести статистика. Чего я не ожидал, так это аркадные игры. Типа, серьезно? Для зумеров? Мне лично как бумер эта пушечка ой как зашла. Накинул 1 балл за такое решение. Нас ожидает 2 игры и настольный футбол. Кстати, у меня был такой же самый. И естественно, я надрал Стеф в задницу. Чего я еще не ожидал, так это хорошей музыки. Посещали мысли, что будет рэпчик какой-то там, новая школа, но нет. Главная героиня даже исполняет кавер популярной песни Radiohead. Ну и тут слегка зафакапились. То, что я говорил, ни к чему не нужная цензура, которая ну вообще никак не подходит Life is Strange. You're so very special. И еще один факап. Такие моменты с кавером будут всего лишь 1 раз. Во второй она на сцене исполнит небольшую песенку. И тут как раз мы плавненько переходим к озвучке. Как вы уже поняли, в игре Алекс пару раз поет. В роли озвучки вокала, если так можно сказать, выступила Twitch-стримерша MXM Toon. Хз, кто это, если знаете, свистите. А саму Алекс озвучила какая-то там ноунейм девчонка, которая впервые себя попробовала в этой сфере. Получилось неплохо. Но я думаю, вы уже с нетерпением ждали, когда же он скажет «но», а то слишком много плюсов за 1 минуту. Качество звучания и обработка звука чересчур дикторская. It's a simple plan, literally 2 steps. We want to find those responsible and hold them accountable just as much as you do. That's the truth. That last fight was epic. Я не знаю, что это было решение, но как по мне, оно неудачное. Ты не можешь погрузиться нормально в атмосферу игры. Постоянное ощущение, что сидишь на радио и слушаешь хорошо поставленные вокальные данные. Вспоминая первую часть, где я прям перехваливал работу как звукорежиссера, так и самих актрис. Допустим, актриса, которая озвучила Максин, имеет не очень выразительную дикцию, много слов заглатывает, да и голос не прям что знаете, завораживающий. Но только дурак будет отрицать, что актриса идеально вписалась под внешность и самое главное, характер Максин. Coming back to playing Max after 2 years, first, it's a huge honor. I love playing Max. She's the closest character to who I am as a person I've ever played. I don't know. I need to hear yours so I'll know how to do mine. What is yours? Oh, wow, okay. По сравнению с предыдущими частями картинка явно стала лучше. Даже появился моукап. Но текстуры лиц все равно не так хорошо детализированы. А общее окружение спасает только хороший свет и тени. Из-за этого кажется картинка более глубокая. Теперь в каждом эпизоде можно сменить одежду. Впервые это было реализовано в Before the Storm, но частично. Городок Haven Springs получился атмосферный. Ощущаешь, как все друг друга знают и заботятся. Приложение в мобиле тому подтверждение. Если происходит какой-то фестиваль или праздник, в общем любое событие, об этом сразу сообщают в ленту, и там люди пишут свои мысли. Как так комментируют. Романсы в True Colors. В этой части у нас все такой же скудный выбор, как и во второй. Всего лишь 2 персонажа. Стеф из BTC и Райан. Не Гослинг. Ах да, и еще один старичок. Алекс сначала за ним присматривает, потом обвораживает танцем и в постель. Ладно, шучу. Хотя старичок адекватный. Надо бы Deck Nine задуматься на DLC. В плане романсов ничего интересного. Снова цензура. Если во второй части нам показывали даже обнаженную грудь, а потом и постельную сценку, ну сам процесс нет. Но по крайней мере было понятно, чем они занимались. Конечно же строили замки. А вы что подумали, извращенцы? Так вот, в третьей части только поцелуй. И то 1 раз. Как вы уже могли понять, в True Colors разработчики что-то добавляют, но частично. И попросту на это кладут болт. Это ведь неправильно, зачем так поступать? Вы сказали А, так и скажите Б. Почему только 1 кавер песни? Почему только 1 поцелуй? Почему только 2 персонажа для романса? Почему играем 1 раз в футбол и 1 раз в ДНД? Вы ведь добавили полуоткрытый мир. Почему я не могу побегать по городку и поиграть в мини-игры? Типа атмосфера присутствует, и даже пару
пару миссий есть, но в городке нечего делать, это просто как один большой переход. Да и вообще, игра-то короткая, ребята. Вроде как только-только начинаются события и тут же конец главы. Сэкономили на всем и даже на кат-сценах. Когда мы бегаем в свободном режиме, кат-сцена не включается, мы как в ММО. Подошли, послушали диалог и ушли. И это Life is Strange, понимаете? И то даже не всегда понятно, когда именно нужно отойти, ведь они могут сделать очень длинную паузу. Is everything okay? Yeah. Don't worry. I'm sure he'll like it. Если вы до сих пор не поняли, то плюсы True Colors давно закончились. Теперь перейдем к минусам. Я скажу лишь ту малую часть, которая лично мне не понравилась, либо по той или иной причине непонятно. Иначе придется надевать скафандр от моей духоты. Начнем мы с того, на что первым делом обращаем внимание. Нет, дорогой друг или подруга, это не ее толстая задница. Если что, это шутки, я не считаю ее толстой. Но крупнее, чем Макс. Вместе с Хлоей. А меня интересует ее странная походка, будто бы она ходит в слоу-моушене, либо специально старается очень медленно идти. Как и в предыдущих частях, самая важная вещь — это блокнот. Во второй части был еще и инвентарь, в третьей его убрали. Ну типа он не нужен, или просто деградация пошла. События записываются в блокнот, только связанные со способностью, не как в первой или во второй части, где побывали, с кем повидались и что делали. Лень или что-то другое. Да и сам Худ стал более худой. Отношение к мелким деталям стало в разы скудней. Даже в 2015 году, в первой части, когда что-то клацали на компьютере, менялись картинки. Видно, что Хлоя что-то там просматривает. Но в этой части просто статичная картинка. Деталей стало меньше в плане раскрытия героя через различные предметы. Их меньше. Нет каких-то личностных, которые оставляют загадки или наоборот дают ответ. Допустим, в начале характер Алекс полная загадка, а предметы и сообщения, которые я прочитал, не дали четкого ответа. Сначала я подумал, что Алекс достаточно замкнутая в себе, судя по ее физиономии, выбором, который можем сделать, да и диалогом. Почитав сообщение, я понял, что она не такая уж и замкнутая. Это либо такая задумка, либо недоработка. Проходит еще немного времени, и это подтверждается. Она достаточно открытая, несмотря на то, какой казалась изначально. В этой части решаются еще более локальные проблемы. Просто бегать и раскрывать убийство брата. Побоялись прыгнуть выше своих возможностей? Непонятные сценки флешбеков из детства Алекс с конца игры. Типа нам просто на голову скинули все воспоминания подряд. Друг за другом. Для чего это? Это имело какой-то посыл? Повлияло ли это хоть на что-то? Конечно же нет. Кто-то может сказать, таким образом они раскрыли характер Алекс, показали, как она стала такой, тем самым закрыв арку с родителями. Но я все равно считаю, что грамотнее было бы вводить флешбеки постепенно. Это ведь не спойлеры из детства, которые могли бы как-то негативно повлиять на прохождение, если бы мы узнали об этом в самом начале. Просто поделив каждый флешбек по главам и как-то интересно обыграть. Можно даже добавить мораль к концу каждой из глав. Допустим, в третьей главе показать ссору отца и Гейба, и насколько сильно остался этот отпечаток по сей день, что у нее есть страх потерять близких людей, поэтому старается как-то примириться с этим. В четвертой показать приют, в котором она росла, а во взрослой жизни обыграть тем, что из-за приюта она не может кому-то довериться. Это чисто навскидку, то, что прямо сейчас в голову пришло. То есть показать травму в детстве, как эта травма прогрессировала все это время и насколько сильно повлияла на нынешнюю Алекс, а также каким именно способом она будет или не будет ее преодолевать. Мне кажется, получилось бы очень даже неплохо, так как появится посыл самой игры, что ты не один или не одна, всегда найдутся люди, которые тебя поддержат. Не опускай руки, а детские травмы можно перебороть. Как-то так. Из меня, конечно, сценарист такой себе, но если все это красиво обыграть, думаю, получится как минимум неплохо. Возможно, банально. Но то, что мы видим в самой игре, чем-то лучше. И все эти флешбеки были, знаете для чего? Чтобы она поняла, что не виновата в том, что ее мать умерла, а отец ушел, ведь ей было всего лишь 11 лет. В том же 5-м эпизоде у Алекс появляется способность кошки. Упав с такой высоты, она ничего не сломала, а всего лишь получила легкий ушиб. Встала и спокойно пошла. А после, когда свет полностью погас, она начинает видеть в темноте. Почему не добавить сразу крюк-кошку, левитацию, карманного Геральта? А может лучше перемотку во времени? Тогда вообще все проблемы можно решить за один клик. Снова же в том же 5-м эпизоде куда-то пропала реакция людей. Почему все сидят
сидят. Может, нужно помочь, Алекс, не? Полицейский Пайк должен быстро подорваться и узнать подробности, ведь она вся искалечена. Друзья просто чутка пернули, ее любовь Райан или Стеф вообще молчали, хотя абсолютно любой партнер вступился бы за свою вторую половинку, и неважно в какой ситуации. Даже если она не права, типа дай ей надежду, что ты на ее стороне, ты ее защищаешь и так далее. Хотя они вообще не знают, в чем она может быть не права, ведь она пропала на всю ночь, ее искали, и вот она появилась вся в крови, и вот она, блять, реакция. В реальной жизни я не думаю, что такое могло бы произойти. Как минимум подняли бы кипиш, а потом уже разбирались бы во всем. Но для драматургии, зато во вред реализму, решили обыграть это именно таким абсурдным поведением. Главная антагонистка с бородой стоит как девочка, слушает девочку и плачет как девочка. И я презираю тебя. Этот момент должен был быть пафосным, типа я вся такая крутая, но сценаристы не дожали, к ним все вопросы. А по другую сторону у нас антагонисты из первой части. Точнее, антагонист. Max, it's Nathan. I just wanted to say I'm sorry. I didn't want to hurt Kate or Rachel or I didn't want to hurt anybody. Everybody used me. Mr. Jefferson is coming for me now. All this shit will be over soon. Watch out, Max. He wants to hurt you next. Sorry. This angle highlights your purity. See, the slightly unconscious model is often the most open and honest. No vanity or posing, just pure expression. Oh, Christ. Look at that perfect face. Hold that stare there! Stay still! Финал, в общем, получился, как бы сказала Хлоя, сакс. Максимально скучный, никакого экшона. Даже во второй части что-то такое было. Сама игра вызывала эмоции, допустим, к несправедливости, к расизму. В третьей же экшона нет. Драма получилась на 2 из 10. Интрига и загадочность, которую они пытались воссоздать в 5 главе, где-то просралась. Ведь флешбеки не сыграли свою роль. Развязка скучная, завершение истории, ну, такое сделать еще нужно и постараться. Это я имею в виду в самом плохом смысле слова. Ладно, я мог терпеть все 4 главы в надежде на то, что в 5 мы получим не просто маленькую локальную проблемку, а возбудятся люди, выйдут там на какие-то митинги, будут поливать главный офис мочой, полиция, драки, перестрелки, конец света и бум. Выходят разрабы вместе с Шреком и говорят, что все, вселенная пиздец. 2 и 3 части не канон, а это совсем другие игры, и мы их переименуем, чтобы не позорить первую часть с Максин и Хлоей. Только у нее есть суперспособность. И, кстати, Square Enix закрывается, и наша франшиза возвращается к первоисточнику. Так, постой, неужели я предвидел будущее? По всей видимости, Макс Скофилд передала мне свои способности. В подробности получения способностей я, пожалуй, вас посвящать не буду, но теорию можете строить. И да, это я буду главным антагонистом в 4 части. You really think I'll transform Haven? Of course. You already have. В финале нас заставляют выбрать одну из 2 концовок Алекс. Остаться в городишке или отправиться в путешествие и зарабатывать своим ртом. О чем вы это подумали, а? Признавайтесь. Пением, конечно. Я считаю тупорылые варианты, так как из предложенных только один более правильный. Это остаться в городе. Можете спорить, это ваше право, но постараюсь объяснить кратко. У Алекс никогда не было любящей семьи. В раннем возрасте пришлось отправиться в приют, в котором никто не хотел ее удочерять. Мать рано ушла. Причем сказав маленькой девочке, типа, присматривай за братом и отцом. Ну вот и доприсматривалась она, что получила психическую травму, когда посчитала, что семья развалилась из-за нее. Позже из их семьи ушел отец, как последняя мразота. Или поступок белого мужчины 21 века в глазах активисток. Хотя он азиат. Но, видимо, так, наверное, еще более расисты. Ничего не объяснили, почему, зачем, куда и что. Он просто посрался со своим сыном, ударил дочь
ключ и ушел. Может быть, Deck9 подумали, что они его раскрыли полностью, типа вот какой крутой пацан. Только взрыва сзади не хватает. В общем, остался лишь брат, который все это время искал ее. И тут, приехав в город, она наконец-то обретает то, чего у нее не было никогда. Очевидное решение — это остаться для девочки-сироты и сохранить как друзей, дом, так и первую любовь. Is that what I look like? Really? Накину-ка я еще пару баллов только за то, что Deck9 меня ой как сильно удивили основной историей Life is Strange True Color. Типа, я не увидел здесь ни одного гея. Даже лесби не было. Как это понимать? Алло, активисты, вы где? Традиционные отношения. Алекс даже сможет помочь одной парочке состояться. Типа, для 2022 года это супер странно и как-то необычно. Да, будет присутствовать буквально 2 строчками голос транса. И все, внешне не покажут только голос, от которого я все равно умудрился блевануть. Возможно, я, конечно, не увидел, но значит хорошо спрятали. А DLC — это уже отдельная тема, которую я не хотел бы разбирать, но вы же меня сожжете в комментариях. Давайте кратко, чтобы не давать лишний повод для стояка этим извращенцам в платьях и женских трусиках. Ух, как грубо, да как вы посмели, мистер Кабан. Сейчас я как натравлю на вас целых 10,5 активистов, и мы вас порвем. Все DLC посвящено в основном теме ЛГБТ, даже не увлечением стеф и диджейским штучкам, как могло показаться изначально. Это все муляж. И знаете, как для DLC поднимать различные темы, особенно которые окружают данного персонажа, вполне нормально. Если мне это не интересно, я пропущу. Допустим, если персонаж автомеханик, а я не шарю в машинах, я скорее всего не буду играть. Но если и буду, то не буду хейтить, потому что понимаю, что на вкус и цвет. Но ЛГБТ, как и политика, относится к совсем другому уровню, в котором как бы ты ни старался быть максимально нейтральным, все равно будет повесточка. А в DLC постоянно трахает мозги с этим ЛГБТ. Каждый звонок на студию связан с геями. Воспоминания связаны с геями. Какие-то прайды, но только не те, которые у львов. Я загуглил, охерел. Честно, я даже не знал, что это вообще такое. Оказывается, в июне еще и праздник. Я, конечно, вовремя. Как Стеф с кем-то там познакомилась из этой движухи. Как 14-летние девочки приходят впервые на прайд. Тошнотворный голос транса, который также пытается тебя, как игрока, переубедить, что они не извращенцы. И смотрите, насколько серьезно они настроены. Тоже есть права, супер храбрые. Давай выйдем раз на раз, баш на баш. Чё засал, не пацан. Объясняю, что значит каждый цвет на флаге. Да и само DLC скучное. Повторение одних и тех же действий. Но только не как говорил Вас, что это безумие. Это пиздец, ребята. В телефончике ищем любовь. И только среди девушек, как вы уже могли понять. Далее проговариваем 3 рекламы. И продолжаем писать песню. И так каждый гребаный раз. Точнее 3 раза, до которых я успел дойти. Потому что, не выдержав настолько прекрасного в кавычках искусства, я спокойно вышел из игры и удалил это DLC. Простите, не смог доиграть. У нас слишком разное мнение. Мы находимся на абсолютно разной волне. Нам не по пути. Поэтому любой лозунг из DLC как будто проеб мозгов. Простите за мат. Раз уж я так активно расфорсил эту тему, давайте очень кратко скажу свою позицию. А она у меня абсолютно нейтральная. Я не какой-то там ненавистник или гомофоб. Просто когда тебя кормят из раза в раз одним и тем же, тебе рано или поздно уже начинает это надоедать. И представьте, что тот, кто вас кормит, начинает потихонечку наглеть. В худшем случае унижение, которое происходит прямо сейчас на площадке X. Давайте вспомним Сан-Андреас. Я лично даже как-то и не задумывался о том, что играю за чернокожего. Ведь CJ вписывался в формат повествования. Игра изначально планировалась о гетто и различных разборках. Начиная с 2019 года началось то, что действительно вышло за все рамки. Когда в угоду повесточки и diversity попросту могли сменить цвет кожи персонажа или его пол, а что еще хуже, его ориентацию. Либо наоборот старается расфорсить ориентацию определенного персонажа ради повесточки, как в тех же онлайн играх Overwatch 2 или Apex. К чему это вообще непонятно. Дайте просто хорошую историю. И такое решение ничем не обосновано. Меняют персонажей в угоду нынешней тенденции. Когда, запуская игру или включая какой-либо сериал, вдруг остались 2 парней в комнате, у тебя начинают трястись яйки. Ведь может произойти все что угодно. И это почти в каждом продукте. Я не говорю, что нужно запрещать нетрадиционные ориентации. Нет. Типа хочешь, не хочешь, но без насилия ты это никак не сделаешь. А насилие это, естественно, не выход. Просто не нужно это выводить в норму, на повседневной основе.
основе. Ведь если взять по факту, это все-таки извращение. Спорь, не спорь, но так оно и есть. По крайней мере, трансы. Мужчина по своей природе, для того, чтобы спариваться, имеет повышенное либидо. И естественно, когда мужчина переодевается в женское, позиционирует себя как женщина, ходит с женщинами в один сортир, в один бассейн и в одну раздевалку. Чаще всего это связано с его немножко ненормальным фетишем. Не всегда. Есть действительно исключения. И такие люди, они обычно не бегут первым делом в Твиттер, чтобы поплакаться о жизни. Или ходят на прайды какие-то там и так далее. Совершеннолетними все ясно. Но вот когда в голову молодым людям внедряют якобы правильность такого вида отношений, это неправильно. Что встречаться мальчику с девочкой уже как-то и не модно, а моментами даже стыдно. Потому что пытаются навязать единое мнение, не оглядываясь по сторонам и не спрашивая других. В любом случае мы живем в мире постмодерна. Нет единой истины. Каждый ее находит для себя самостоятельно. Хочешь быть дверью? Будь дверью. Хочешь быть белочкой? Будь белочкой. Но не смей, сука, отнимать права у белочек. Fellow survivors, I see. А что там по выборам, мистер Кабан? Честно, я вообще забыл, что в этой игре есть выборы. Вспомнил вот прямо сейчас, уже ближе к концу монтажа, что по этому поводу ведь нужно что-то сказать. В общем, они вообще ни на что и никак не влияют. Там можно забрать злость Шарлотты или оставить. В таком случае в следующем эпизоде она либо будет как пустышка, без души, зато спокойной, либо норм чикой. Кстати, есть еще и мразотные персонажи. Допустим, та же Шарлотта. Она ненавидит своего ребенка всем сердцем и душой. Я лично чуть-чуть так и присел на сраку. В остальном с выборами вообще нулина. Финал в любом случае состоит из двух частей. Будет лишь разница, с кем именно Алекс встретит финал. С Райаном, не Гослингом, или Стеф. Но как бы там ни было, шарм игры пропал. И я имею в виду, True Color напоминает уже абсолютно стандартную игру в наше время. Они не пытаются рвать шаблоны, не показывают подростковую жизнь, как это было в первой части. Диалоги не такие живые, не чувствуется в них подростковый сленг. Обсуждение котиков, алкоголя, секса, беспонтовой жизни, нарушение законов. Пытаются сделать так, чтобы всем угодить. Более ванильное, что ли. Красивая, яркая, токсичная картинка. Небинарные персонажи. Диалоги прям как по бумажечке. Я продолжал играть в первую часть только потому, что мне очень понравилось, насколько беззаботны студенты, как они легко обсуждают любую тему, не стесняясь чего-то, рвут все шаблоны о подростковой жизни. И благодаря этому я поверил, что где-то существует в реальной жизни Макс, Хлоя и остальные ребята, так как их характер и поведение, скорее всего, воссозданы на реальном опыте, чувствуется жизнь в их диалогах, нет дикторского поставленного голоса. Они не супергерои, которые хотят спасти мир, они простые подростки, которые допускают ошибки. Ведь даже финал первой части показал то, что Макс просто может взять и пожертвовать всеми людьми, всеми воспоминаниями, даже всем городом, ради Хлои, своей лучшей подруги или возлюбленной. Как бы это ни было мразотно, но она не супергерой, который обязана спасти всех. Она простой подросток, у которого оказалась настолько мощная сила, что ей даже плевать на нее. Она поняла ее ценность только после того, когда Хлоя открыла глаза ей на это. А сотни мелких деталей лишь дополняли и без того живой мир. Но в какой вы еще игре увидите, что у одной девчонки проблемы с отчимом, вторая верующая, которой воспользовались на вечеринке, третья готова на все ради того, чтобы добиться своего, как бы сексуальные отношения между студенткой и преподавателем, четвертая беременная, пятая изменяют, а Макс абсолютно простая и незаметная девчонка, которая просто увлекается фото. После прохождения всех частей я до сих пор удивляюсь, насколько крутая первая часть, и жаль, что такой опыт мы навряд ли сможем прочувствовать в ближайшее время, пока в мире сидят обиженки, защитнички и какие-то моралфаги, которые указывают, как нам жить, доказывают, что переодевание в женскую одежду это не извращение. А что происходит в Италии с педофилией? В Германии за подростка. Так где вы, блять, активисты? Где вы, блять, когда действительно у вас под носом происходят страшные события? Зато вы указываете, что нам слушать, во что поиграть, чем питаться и насколько полезна йога. А они хотят натянуть розовые очки, думая, что игроки глупые, что они будут хавать все, что им подадут. Но это давно уже не так. Все лучшее, все настоящее только то, чего не коснулась рука менеджмента, активистов и всей этой ереси. И я в очередной раз не отказываюсь от своих слов из-под предыдущего ролика. Лучше уйти легендой, как тот же Курт, чем запятнать себя и стать, в нашем случае, продолжением Life is Strange.
Спасибо, ребятки, за внимание. До скорых встреч.